В Омске масштабный пожар на военном заводе по производству танков и солнцепеков. Украинская разведка уничтожила российский истребитель над Черным морем, а Зеленский тем временем прокомментировал так называемый мирный план Шольца, который предполагает отказ от территорий. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. США уже получили от Киева детальный план о том, по каким целям ВСУ хотят нанести удар западными дальнобойными ракетами. Что известно о договоренностях? Уже было принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Шахеды залетели в Украину и вновь вернулись в Россию. Как масштабная атака РФ обернулась против нее же? И почему в Москве заговорили о ядерных ударах в ответ на неядерные обстрелы? Россия озаботилась выборами в Грузии, обвиняет США во вмешательстве в электоральный процесс. Что стоит за заявлением службы внешней разведки РФ, обсудим с экс-министром обороны Грузии. Российская Федерация очень сильно переживает за свою прокси-партию, за своих сателлитов в Грузии. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украинским разведчикам удалось уничтожить российский истребитель Су-30СМ в небе над Черным морем. Для сбития использовали переносной зенитно-ракетный комплекс. В Главном управлении украинской разведки сообщают, что упавший в море самолет входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС России. Базировался на аэродроме города Саки. Связь с этим истребителем была потеряна утром 11 сентября. Лишь спустя несколько часов россияне начали поисково-спасательную операцию. Для этого задействовали самолеты, вертолеты Ми-8 и К-27. Обломки самолета были найдены в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, сообщает ГУР. В ведомстве также уточняют, что ориентировочная стоимость такого Су-30СМ – $50 миллионов. Накануне мониторинговый канал «Крымский ветер» сообщал, что на борту этого самолета были российские летчики в звании капитана. Какова их судьба, в украинской разведке не сообщали. В Омске произошел масштабный пожар на военном заводе, который изготавливает для российской армии военную технику, в том числе танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Густой черный дым был виден из разных районов города. Тем временем в Омск Трансмаши поспешили заявить, что этот пожар никак не повлиял на производство, ведь по официальной версии загорелась лишь крыша одного из цехов, якобы во время ремонтных работ. Напомню, что этот завод включен в санкционный список Украины, ЕС, США, а также Швейцарии. Россия продолжает ракетно-дроновый террор Украины. В ночь на 12 сентября, согласно данным воздушных сил Украины, в небе были зафиксированы как минимум 69 целей, летевших со стороны РФ и временно неподконтрольных Украине территорий. Оккупанты били баллистикой по Черниговской области. Управляемые бомбы и крылатые ракеты были запущены из Курской и Брянской областей, а также из воздушного пространства над Крымом в направлении острова Змеиный. Кроме того, из Крыма и Краснодарского края, а также из Курска, РФ запустила 6 десятков шахедов. В результате противовоздушного боя сбито 44 ударных БПЛА. 3 вражеских беспилотника полетели обратно в Россию, еще 4 локально потеряны на территории Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Украинские медиа сообщали о прилетах в Конотопе, это город в Сумской области. Там удар пришелся по жилой застройке, а также после удара горел склад мебели в Хмельницкой области. Зеленский отреагировал на появление в западной прессе сообщения о так называемом мирном плане Шольца. В частности, Ла Република сообщала, что немецкий канцлер уже работает над этим особым проектом завершения войны в Украине, который, вероятно, предполагает территориальные уступки со стороны Києва. Щодо мирного плану Шольца мені нічого не відомо, не може бути ніяких планів без України про нас. І я не впевнений, що такий навіть план існує. Зеленский также заявил, что Украина не торгует своей землей, не бросает своих людей. Как ранее рассказывала команда «Нехта», Шольц заявил, что полностью солидарен с Зеленским и считает, что Россия должна участвовать во втором саммите мира. В Киеве говорили, что этот саммит может пройти до конца этого года. По данным Bloomberg, Зеленский хотел бы, чтобы саммит приняла Индия.
А как вы считаете, существует ли план Шольца и действительно ли в нем речь идет о том, что Украина должна отказаться от части своих территорий? Напишите, пожалуйста, свое мнение в наших комментариях. США получили от Зеленского подробный план того, как Украина могла бы использовать дальнобойные западные ракеты для ударов по РФ. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на советника украинского президента, который, кстати, также говорит о том, что во время встречи Зеленского и госсекретаря США Блинкена в Киеве не было принято никаких решений, которые касались бы использования Украины и американского оружия для уничтожения военных объектов в РФ. Издание «Политика» также пишет, что пока надежды Киева относительно снятия запрета для ударов по РФ не оправдались. Тем временем у The Guardian своя версия событий. Авторы издания пишут о том, что Блинкен дал понять, что США изменят свою политику и таки снимут все ограничения для Украины, которые касаются ударов по военным объектам в России. Кроме того, The Guardian пишет, что Лондон уже принял положительное для Киева решение. Источники в правительстве Великобритании сообщили, что уже было принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Хотя не ожидается, что это будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне. Ядерное оружие – это оружие мира. Такое заявление сделал председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России политолог Сергей Караганов, которого часто называют одним из советников Путина. Караганов в интервью пропагандистам говорит о необходимости пересмотра российской ядерной доктрины, про удары по Берлину, а также о том, что Путин должен сделать заявление для западных лидеров о том, что РФ готова нажать на красную кнопку и ударить ядерным оружием по странам НАТО, которые поддерживают Украину. По версии Караганова, Россия должна бить ядерным оружием в ответ на любой массированный удар по территории РФ, то есть даже на неядерный. Караганов также заявил, что у этой войны для РФ есть два варианта финала. Либо Россия победит, либо развалится. Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие. Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах и даже уже теперь в мирных городах. Это наша обязанность и перед миром. Если мы не реактивизируем ядерное сдерживание, то мир свалится в череду войн, которые неизбежно приобретут ядерный характер и закончатся Третьей мировой войной. А как вы считаете, о чем говорят такие заявления? Идет ли речь, что ядерное оружие – это единственное, что осталось у РФ для запугивания Украины и ее партнеров? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. В РФ озаботились парламентскими выборами чужой страны, в частности Грузии. Служба внешней разведки РФ выпустила заявление, в котором говорится о том, что США совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ собираются вмешаться в эти выборы, чтобы якобы помешать правящей партии «Грузинская мечта» получить победу. Почему вдруг СВР России озабочена этим вопросом и какова на самом деле поддержка у грузинской мечты? Этот вопрос мы задали бывшему министру образования и науки и бывшему министру обороны Грузии Дмитрию Шашкину. Это часть обычной ИПСО. Российская Федерация очень сильно переживает за свою прокси-партию, за своих сателлитов в Грузии. Грузинскую мечту, которую мы называем русской мечтой. Поэтому они уже за 1,5 месяца до выборов вбрасывают эту информацию, потому что они прекрасно знают, что их сателлит проигрывает выборы по опросам общественного мнения 70/30. 70% поддерживают оппозицию, 30% поддерживают пророссийскую партию с учетом всех их денег и всего административного ресурса. Поэтому они за 1,5 месяца вбрасывают эту информацию для того, чтобы попытаться сыграть в еще одну игру, говоря о том, что кто-то пытается сфальсифицировать выборы или кто-то пытается что-то сделать незаконное. Все отлично понимают, что грузинская мечта проигрывает. Да, они будут пытаться фальсифицировать выборы. Дело об экстрадиции белорусского режиссера, журналиста и активиста из Сербии по запросу режима Лукашенко отправлено на пересмотр, причем в 3-й раз. Об этом Андрей Гнет, который также является соучредителем свободного объединения спортсменов Беларуси, заявил в интервью «Нехта». Сам же Гнет остается под домашним арестом. Итак, я перевожу с судебного и юридического на человеческий. Моя экстрадиция не отменена.
По сути, она поставлена на паузу только потому, что апелляционный суд в третий раз возвращает дело на доработку в высший суд. Фактически апелляционный суд говорит: экстрадиционные документы сырые, доказательств нет никаких, все, что вы здесь насобирали для того, чтобы этого парня экстрадировать, выглядит сшито белыми нитками. Поэтому вы, пожалуйста, доработайте, свяжитесь с Минском, запросите все необходимые документы и доказательства, которые нам нужны, и после этого мы его красиво экстрадируем. То есть, фактически, они говорят о том, что красиво экстрадировать меня не получается, некрасиво экстрадировать благодаря медийной поддержке, благодаря политической поддержке, дипломатической поддержке, человеческой поддержке. Некрасиво меня экстрадировать тоже не получается. Поэтому надо взять и доработать. И в итоге я должен находиться под домашним арестом по-прежнему, а суд низшей инстанции в третий раз будет мочить мочало и начинать все сначала. При этом надо понимать, что сейчас открывается окно возможностей для диктатуры, потому что они могут насобирать, нарисовать и придумать все, что угодно. Напомню, что силовики Лукашенко добиваются экстрадиции Гнета из Сербии в Беларусь. На родине режиссеру грозит тюремный срок по делу якобы о неуплате налогов. На самом же деле Гнет говорит о политически мотивированном преследовании. Напомню, что журналиста задержали в Белграде осенью прошлого года, когда он прилетел в страну. Причиной стал запрос силовиков Беларуси через Интерпол. В сербской тюрьме Андрей Гнет уже провел 7 месяцев, однако добился перевода под домашний арест. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также, если вы находитесь на территории Беларуси или России, смотрите нас с VPN. Инструкция, как это делать, находится также в описании. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.